Всем огромнейший привет! Сегодняшнее видео про кролика, который должен занять почетное место в книге рекордов Гиннесса. Что же он сделал, спросите вы, чтобы там оказаться? Все очень просто. Этот кролик за короткий промежуток времени, где-то часов за 12, повзрослел на 4 месяца. Не может быть, скажете вы, такого не бывает. Поверьте, друзья, такое бывает. И сегодняшняя история этому подтверждение. Человек покупает кролика в возрасте 3 месяца, платит за него деньги, кролик отправляется. И вместе с кроликом отправляется Филькина грамота. Ну, это я ее так называю. Это документ на кролика, которым так часто любят козырять недобросовестные продавцы. Ну, типа, мол, посмотрите, есть документ на кролика, есть печать, есть там клеймо, к примеру, и какие-то записи о кролике. Ну, то есть, априори кролик хороший, и никакого обмана быть не может. Что там написано на этой бумажке, никто особо вникать-то и не хочет. Ну да ладно, вернемся к кролику. Итак, наш кролик уехал. И где-то на полпути покупатель узнает, что к нему едет не трехмесячный кролик, а семимесячный. Казалось бы, ну, живи да радуйся, что к тебе едет не трехмесячный, а готовый самец, 7 месяцев, готовый к работе за деньги, как, ну, по стоимости трехмесячного. Радуйся, да, ну, в принципе, что и покупатель-то и делал, радовался. Но радость его была недолгой, до того момента, пока кролик к нему не приехал. Как только кролик к нему приехал, вся радость покупателя улетучилась. Потому что вместе со своим плюсом в том, что он уже половозрелый, семимесячный, готовый к работе, растить его не надо, и стоит он столько же, сколько трехмесячный кролик. Вместе с этим плюсом этот кролик привез еще с собой вот такой, наверное, минусище, я даже скажу. То есть при весе, при возрасте 7 месяцев, вес кролика составлял 3700. И при взвешивании этого кролика на момент приезда, как я уже сказал ранее, вся радость покупателя полностью улетучилась. Покупатель был крайне-крайне разочарован. Беда этой истории в том, что данная сделка состоялась исключительно на доверительных отношениях. Покупатель полностью доверился продавцу как профессионалу, а продавец, в свою очередь, воспользовался доверием покупателя, чтобы его обмануть вот таким вот образом. Я в своих роликах неоднократно говорил о том, что собирайте больше информации про кролика. Просите фото, просите видео, там, я не знаю, еще что-нибудь просите. В общем, собирайте больше информации. Ведь чем больше вы соберете информации про кролика и про продавца, тем лучше для вас, тем меньше шансов вам оказаться в этой же ситуации, в ситуации, про которую я сегодня говорю. Меньше шансов быть обманутым. Ну а теперь, друзья, в комментариях напишите, достоин этот кролик быть в книге рекордов Гиннесса или нет. На этом все, друзья. Пока-пока.